Всем добрый день. Сегодня, если честно, не планировала снимать вот в данный момент. Но все же решила снять ролик. Ну, во-первых, с утра меня порадовали под роликом «Великое богатство». Кинули ссылку еще на одну воровку моих работ. Вы знаете, все второсортные бабы хотят блеснуть умом, но, правда, за чужой счет. Пожалуйста, не нужно поганить мои труды. Во-первых, выдавая за свои. Во-вторых, непонятно, какую-то чушь несете о какой-то силе камней, даже не разбираясь в камнях. Сами не знаете, к чему этот ритуал вообще людям показали, что вы хотели этим сказать, для чего он нужен. Когда это не ваше, когда сворованное, свистнутое у кого-нибудь, понимаете, вы не относитесь всей душой, естественно. Вы понятия не имеете, что это, как рассказывать. Не нужно чужое, дорогие друзья. Будете воровать чужое, всю жизнь судьба будет забирать ваше. Взяв чужое, вы свое не пополните. У вас отсюда, вот, видите, прошло кое-что. Здесь придет, а там 10 раз больше уйдет. Это первое. Во-вторых, я действительно устала от недалеких людей. Ужасно устала. У меня просто душа устала от этих людей. Я иногда просто игнорирую и не отвечаю. Потому что я настолько устаю. Человек, который смотрит мой канал целый год, может такую тупость написать, что просто уму непостижимо. Я устала говорить, что такое алтарь. Я устала говорить, посмотрите ролик про алтари. Я сняла специально, что такое алтарь, чтобы не было вопросов. Я устала объяснять про откуп. Я устала говорить про Луну. Я вчера буквально 10 раз повторила. Луна не имеет значения в этом ритуале, потому что, когда тебе нужны деньги, ты не будешь ждать целый месяц, пока Луна округлится. Люди даже не слушают ролик. Они просто смотрят и внизу сразу же пишут свои вопросы. Я устала от невоспитанных пещерных обитателей, которые... Напишите, пожалуйста, ритуал. А ритуал что не написали? А что ритуал не напишите? А текст где? Я устала от этих пещерных людей, у которых нет ни такта, ни воспитания. Может, их в каком-то хлеву воспитали, я не знаю. Может быть. Потому что, во-первых, я не обязана этот текст выставлять. Вам очень надо срочно. Сидите и пишите. Останавливайте видео, нажимайте на стоп и переписывайте. А если хотите текст, то подождите, когда Яна освобождается. У нее очень много работы. Она тоже человек, у нее тоже есть своя семья. Она отправляет книги, редактирует книги. Она своими делами занята, в конце концов. Мы не роботы. Мы не можем сутками сидеть и отвечать вам на вопросы. У нас есть работы, которые нас заказали, оплатили. Мы должны их делать и выполнять. Неужели вы думаете, что мы родились, чтобы служить вам вечно и бесконечно и во всем? Хотя из уважения к зрителю мы выкладываем эти ритуалы. Но нужно иметь терпение. Не втерпёшь, берите и останавливайтесь, нажимайте на стоп и переписывайте. Я устала говорить о том, что если я не говорю про откуп, не нужно лезть со своими нравоучениями или какими-то умозаключениями. Вас это не касается. Я столько уже говорила про откуп, про все. Если вы задницу оторвете со стула и пересмотрите мои ролики, там есть про откуп, миллион раз сказано. Все просто до мелочей, понимаете? Я не буду ради каждого человека снимать отдельный ролик и отдельно рассказывать про это все. Я говорила вам, что там, где нужен откуп, я вам скажу. Где не нужен, там не нужен. А вот нам ничего не будет за это. Аж если вы такие трусливые люди, я бы сказала, людишки, не делайте ничего, не меняйте свою жизнь. Как сидите в дерьме, так и сидите до сих пор и до веки веков. Кто вам мешает? Не делайте ничего. Если вы настолько не смелые, чтобы взять, поменять свою жизнь, не меняйте эту жизнь. Это ваша жизнь, она никого не волнует, кроме вас.
А вот откуп, а нам ничего, а просто же так ничего не бывает. Да, просто так ничего не бывает. Все правильно, но я про это уже говорила и объясняла. Еще раз объясняю. Что берут силы и духи взамен на то, что нам дают? Энергию счастья. Есть две энергии. Одна энергия подавленности, неудачи, злости, боли, то есть отрицательная энергия, которая питает злые силы. И они в пространстве существуют. Я про злые силы говорила, я объясняла об этом, рассказывала, целый ролик. И их задача, чтобы в вашей жизни была подавленность. Поэтому они разными системами, разными ухищрениями, разными, скажем так, жизненными обстоятельствами давят на вас и приводят вас к отчаянию, чтобы вы все время вырабатывали эту отрицательную энергию. Энергию боли, разочарования, энергию одиночества и так далее, мучение, мучительную энергию. Это для них как аккумулятор, понимаете, это для них зарядка. Они берут с людей эту энергию, начинает усиливаться. Я всегда говорила, если хотите, чтобы на земле было меньше зла, будьте счастливы. Не зацикливайтесь на плохом. Переключайте свои эмоции постоянно на хорошие, как бы это ни показалось нелепым, но так надо делать. Когда некоторое время, невзирая ни на что, не обращая на обстоятельства никакого внимания, между прочим, все богатые люди к этому пришли, они поняли этот секрет удачи, не обращать внимания на трудности. Если на них зацикливаться и думать о них, они приумножаются. Так вот, единственный способ победить зло – это быть счастливыми. Тогда злые силы не имеют над вами власти. А как быть счастливым? Дарить счастье другим, помочь другому, приютить бездомные животные, помочь устроить на работу человека, который не способен сам искать, найти. Как можно делать больше хорошего в мире, то есть дать постоянно вокруг себя создавать энергию счастья. Когда я еду в такси, я даю всегда больше таксисту, чтобы у него было приятное ощущение и воспоминания хорошие обо мне, и энергия счастья. Вы знаете, я недавно узнала, на свое удивление, когда я перевела таксисту больше положенного, он сказал: а почему вы всегда вот платите больше? Я говорю: вы знаете, вы весь день за рулем кормите семью. С меня не убудет, если я на 200 рублей больше вам оплачу. Он говорит: а вы знаете, мы же между собой разговариваем. Вот если у нас бывает заказ в другой район, ваш и другой район, мы отменяем и приезжаем к вам. А я даже это не знала, понимаете? Оказывается, и такая система существует. То есть они видят, где выгоднее ехать. А я, отдавая эти деньги, совершенно не думала о выгоде, или там приедут они ко мне или не. Я просто отдаю, потому что я считаю, что надо кому-то отдавать чуть больше, радовать людей вокруг себя. Если я убираю здесь площадку, уже 10 лет тут живу, никто, кроме меня, ни разу не убрался, ни разу никто не подмел, никто. Хотя у всех коляски и велосипеды и все что угодно. Я могу ворчать, я могу выйти и сказать: да вашу дивизию, что это такое, в конце концов, стучать во все двери. И сеять вот эту вот энергию зла. И я молча иду и убираюсь. И каждый раз мне в лифте, когда видят: ой, спасибо вам большое, прям так неудобно, вот все время вы делаете, спасибо и так далее. Но когда мне нужно, например, что-то спросить у соседей, там, поможете вот это передвинуть, они всегда приходят. Понимаете, почему выгодно быть добрым человеком, хорошим человеком? Потому что чем больше добра ты сеешь вокруг себя, это не банальная тавтология, знаете, будьте добрее. Нет. Надо быть добрым к тем, кто достоин этого. Я не говорю, что надо прощать убийц и маньяков и быть добрыми. Нет, к таким людям надо очень жестко применять кару настолько, насколько возможно, потому что это люди, служители злой силы. Так вот, чем больше ты делаешь хорошего вокруг себя, чем больше людей от твоих поступков счастливы, тем больше энергии счастья ты отдаешь силам. Они питаются энергией счастья. Так вот, сила зла, которая всегда
обрисовываются как жители Тартара, жители Темного царства, да, жители преисподней. Это в основном говорится о воротах зла, о той воронке космоса, где собирается злая сила. И есть вторая часть. Это не добрая и не злая, и не такая, и не сякая. Это темная сила. Светлых сил на планете не существует. Каждая сила дарит и хорошее, и плохое, а значит, оно просто темное. Темная тьма от слова тьма, что означает тайна, тайная сила, сакральная сила, потусторонняя сила, как хотите. Так вот, Вселенная делится на две части: злая сила и темная сила. И от темной силы мы получаем все, что хотим. Из темной силы приходят нам хранители и так далее. Нету абсолютного добра и абсолютного зла, дорогие друзья. Все в меру. Но сила зла в любом случае питается нашими страхами. Есть человек, который боится привидений. Вот он увидел один раз призрак у себя в комнате, да, и туда хоть убей, не заходит. А другому человеку пофигу. Пошел, лег, захрапел, вообще все равно. Знаете почему ему не явилось? Потому что он его не питает этим страхом. А тот, который увидел один раз и задрожал, он этим страхом питает эту силу. То есть чем больше мы злимся, чем больше мы переживаем, чем больше мы преследуем людей, которые нам сделали зло, нас обидели и так далее, тем больше мы этих людей питаем, усиливаем. Почему я всегда говорила, что если ты не обращаешь внимания на своих врагов и ненавистников, они чахнут, потому что они питаются твоей силой. Пока ты обращаешь на них внимание, они живы, они есть, существуют. О них говорят, о них помнят. Когда ты о них не думаешь, они не могут тебя вывести. Они начинают жрать друг друга, дорогие друзья. Вот эта система, она работает, реально говорю вам. Уже не первый раз. Попробуйте, вот компания, которая вас травит, попробуйте отсечь от себя и не питать этих людей. Не обращать на них внимания, плюнуть и все, пошли вон. И через некоторое время они будут жрать друг друга, они будут обзывать друг друга, ненавидеть, проклинать. Знаете почему? Потому что им энергия нужна. Им нужна эта вот отрицательная, злая энергия, которым они питались, которым питался тот демон, который внутри них, та злая сила, которая внутри них сидит. И она должна чем-то питаться. Вот есть же люди, вампиры дома, вот всех доведут, всех достанут, всех затравят, всех там друг на друга стравят, всех настроят друг против друга. Весь дом перевернут вверх ногами. Потом идут на кухню и начинают мыть посуду. Ля-ля-ля, ли-ли-ли. Вот, счастье, настроение поднялось. А вы все орете, кричите, последние слова друг другу сказали. А этому человеку похрену. Знаете почему? Потому что ее внутренний демон насытился вашей болью, вашими криками, отрицательными эмоциями, энергиями. Вы там убиваете друг друга. А ей все равно. Она свое сделала и пошла. Тра-ля-ля. Заметьте, сколько таких свекровей, сколько таких мам существует, сколько таких отцов существует и сколько таких детей существует, которые дома достанут всех, да, вот начинается война, уже забыли, откуда началось, кто был виноват, уже все грехи друг другу попомнили, уже всех столетних мертвецов воскресили, и все эти старые поступки сказали, вынесли на обсуждение. А человеку пофигу, он пошел, сел за компьютер, играется. Хотя начал он. Злая сила внутри. И чем больше зла дома концентрируется, сгустками, тем больше неудач тянется. В домах, где постоянно пригорает техника, где постоянно лопаются лампочки, где постоянно что-то ломается, что-то падает, что-то разбивается. Это сгустки энергии, злой энергии, которую мы с вами сами создали. Тот самый полтергейст, который вы говорите, это не духи. Это энергии, которые исходят из нас. Я не говорю, что мы должны ходить, как эти, знаете, тупые вот эти журналы есть, желтый пресс Америки, все там улыбаются, все свои 66 акульих зубов выставили. Нет, дорогие друзья, в мире есть и страдания, и в жизни должно быть и страдания, и депрессии, и все. Таким образом человек обретает в себе опыт, поднимается, становится чище, умнее, лучше, мудрее.
Страдания, они должны быть, мы должны пройти какой-то период. Но вечно страдать себя, посыпать пеплом, знаете, рвать волосы, бить себя по башке, это вообще самое последнее. Вот к чему нацелены на самом деле все доктрины, говорящие вам, вы грешные, несчастные, плохие, вот такие-сякие, и ваши предки, и вы, и ваши дети, и вообще идите все топитесь. Вы все грешные и преступники. К чему нацелено? Чтобы с вас забрать как можно больше этой энергии подавленности, боли и питать эти злые силы. Поэтому и говорю, будьте счастливы вопреки всему. Знайте, что впереди тоннеля всегда свет. Идите к этому свету. Что бы у вас ни случалось, хоть почва из-под ног просто уносится, а вы все равно спокойно идите вперед. Потому что, поверьте мне, ваше спокойствие в конце концов приведет к тому, что эта злая сила от вас отвяжется. Она поймет, что от вас толку нету. Вы все равно питать не будете. Вы все равно не будете обращать на это внимание. И она от вас отстанет. Так вот, энергии подавленности, энергии отрицательной, энергии боли мы питаем злую силу. И она усиливается, и она все больше становится в нашей жизни. Следим за соседом. Ни хрена себе купил новую машину. Вот тварь, а. Откуда ж у тебя деньги-то, а? Пойду-ка в милицию напишу заяву, закатаю. Ну-ка, проверьте-ка его эти доходы. Мне прямо интересно, откуда? У тебя прибавилось этих доходов? То, что ты накатал на него, у тебя их прибавилось? Нет. Тебе стало лучше? Нет. Тебе еще хуже стало в жизни, еще хлеще. Это касается и тех, кто на меня донос пишет. Вам лучше стало от этого? Нет. У вас прибавились деньги? У вас бриллианты пришли? Нет. Что у вас пришло? Осознание того, что бесполезно вы это делаете. И что если вы продолжите, уже вас вызовут на допрос. Учтите, такое существует система. Если человек продолжает это делать, его вызывают и за ложный донос могут привлечь. Во. Видите? Хуже вернулось на вашу голову-то. Правильно? Значит, вы питаете эту злую силу. И тем самым пытаетесь сеять зло вокруг вас. Ведь человека вызовут, поговорят там или что-нибудь, да? Он потеряет время, разнервничается. Ой, как хорошо, протираем руки, как шакалы. Хи-хи-хи. Вот так тебе. Иди теперь вот по милициям, отчитывайся. Все закончилось, он прошел этот этап, все. А тебе от этого что пришло? Ничего. Это зло многократно вернулось к тебе, потому что ты отправляешь эту злую силу, питаешь эту силу чужой болью, а потом, когда люди больше на тебя не обращают внимания, этой злой силе нужно чем-то питаться, понимаете? Выпускаешь джина из бутылки, который тебя сожрет. Ты создаешь чудовище сам, своей злобой. Ты этой злобой питаешь всех, это хватит на 1, 2, 3 раза. Всех там привести в такую трясучку и питать свою вот эту злую силу. Иди сюда пусть. После чего эта злая сила, созданная тобой же, усиленная тобой, возвращается к тебе и говорит, давай мне корм. Я больше их есть не могу, они на меня не обращают внимания, они не нервничают, давай мне корм. Начинает жрать тебя и твою жизнь. Поэтому все завистливые люди, все люди, которые стремятся кому-то сделать зло, они несчастные, глубоко несчастные люди. Дорогие друзья, женщины, которые бегут по прокуратурам, милициям, как правило, теряют детей в раннем возрасте. Муж пьет, дома все рушится, работы нету, денег не хватает, они все равно всех ненавидят, весь мир. Почему? Потому что они взрастили эту злую силу и пустили в мир. Сначала сделали зло людям, некоторое время проходило, прокатывало. А потом люди перестали обращать на это внимание. Люди просто отсекли или власти поменялись, не знаю. Закончилось это время. И что теперь этой силе делать? Она возвращается к своей хозяйке и начинает ее жрать. Понимаете? То есть, делая зло, мы создаем, не то что создаем, мы призываем некую злую силу, которая питается, вот становится такой бутусик, то есть мы его питаем чужой болью, мы создаем боль вокруг себя, мы делаем подлости, мы делаем гадости, усиливаем эту злую силу и радуемся боли других людей. Мы кайфуем. Там же плохо, этим нехорошо, ура, как хорошо. Вот одна тварь, показывали по видео, ходит соседям этих, кидает клещей, эти бедные люди 18-20 тысяч отдают этим службам, чтобы вывести. И она опять приносит. Я не знаю, откуда она их приносит, у меня шок. И она, видеокамеру поставили, она кидает под двери.
А потом оказалось, что у нее онкология началась. Вот и все. Красота. Потому что люди-то, да, избавились, люди ходили, просили, никто их не слышал, как всегда, ничего не происходило. Но в итоге-то это зло вернулось многократно и начала жрать ее, и она сейчас подыхает. По-другому я не могу таких людей. Подыхает, не умирает, а подыхает, дохнет, как даже собака. Зачем собак затрагивать? Они хорошие животные, правда? Подыхает, как тварь. Так вот, что такое понятие зло и добро? Если вы делаете зло, если вы концентрированы на злобе, на злом, на ненависти, на зависти и прочее, вы призываете с этих врат зла некую злую силу. Начинайте питать этой силой всех, то есть эту силу чужой болью. Вы же делаете зло, кому-то больно, и эта сила себе питается. Пока вы делаете это зло, и люди реагируют, эта сила вас не трогает. И вы думаете, как хорошо, все пронесло. Вот так вот люди все и думают, когда говорят, видишь, сколько зла делает, а ничего ему за это не бывает. Пока ты концентрируешься на этом, пока ты нервничаешь из-за этого, ему ничего не будет. Правильно, потому что тебе больно, и его злая сила тобой питается. А когда ты скажешь, отдаю на суд богам, а потом, знаете, не лицемерьте. Если вы хотите, чтобы ваши враги наказывались, так и скажите. Пускай будет по справедливости. Пусть тебя накажут так, как ты этого достоин. Потому что мы говорим одно, а думаем другое. Мы при людях говорим, я не злюсь на него, Бог ему судья, я ему зла не желаю. Вы же это произносите как заклинание. Я не желаю ему зла, пусть его не накажут, пусть у него все будет хорошо. А в душе что вы хотите? Вы в душе хотите справедливости, как любой человек, и говорите, ну как же так, почему он мне сделал зло и не наказывается, нет справедливости. Да нет справедливости, потому что вы его не просите, потому что вы лицемерите, вы нечестны перед собой. Зачем вы говорите, Бог ему судья, или я ему зла не желаю, пусть у него все будет хорошо. Вот у него все и хорошо. А вы не говорите, пусть он сдохнет, или там пусть его, я не знаю, привяжут к хвосту лошади и пускают в поле. Нет, скажите, пускай все будет по справедливости. Если я виновата, пусть я пострадаю. Если ты виноват, значит, ты получай. И все. И не надо говорить, я прощаю. Вы хотите при людях выглядеть святошами, а в душе-то вы хотите справедливости, тогда у вас ни хрена не выйдет, дорогие люди. Имейте честность перед собой сказать, да, я хочу, пусть накажется, он мне сделал больно. Чего я должна прощать? Не надо лицемерно играть вот таких вот святых, хороших людей, пушистых. Нет, я скажу, что я желаю ему добра, но он пускай накажется. Так не будет. Так вот, пока вы концентрированы на человеке, который вам делает зло, этот человек не накажется. Потому что вы питаете его, эту злую силу, все время своими страданиями, мыслями, болью. Понимаете? И он не накажется. Так вот, как только вы скажете, пусть будет по справедливости, я больше на тебя внимания обращать не собираюсь, вот все, что ты сделал, пусть тебе вернется. Давай. И забудьте о нем. Через некоторое время узнаете, он попал в аварию, дом сгорел, чего только не случилось. Выгнали его, при взятке его там застукали и так далее. Вот так и сделайте, дорогие друзья. Это рецепт веков, тысячелетий. Все успешные люди, все властимущие люди, все сильные личности мира это знали. И этим пользовались. Есть определенные тайны, к которым ты приходишь. Но не все этим делятся на самом деле. Знаете почему? Потому что очень удобно руководить толпой. Ты знаешь нечто, чего не знают они. И очень редко люди этим делятся. Реально сильными, стоящими вещами. Информацией, которая просто вам поможет. Знаете, да? Владеющий информацией владеет миром. Вот это что касается злой силы. Теперь, что мы отдаем за удачу, как, чего, доброта. Абсолютно доброты не бывает. Если кому-то это хорошо, кому-то это плохо. Кто-то выиграл первое место на Олимпиаде, остальные там плачут, потому что они не смогли. Для того, чтобы у тебя что-то было, у кого-то должно отниматься. Но ты в этом не виноват, и ты за это не будешь нести ответственности, поскольку здесь есть закон справедливости. Ты занимался много, ты плавал много, и ты вот по плаванию выиграл первое место. В чем проблема? Что ты сделал? Где твой грех? Ни в чем. И это закон справедливости. Кто много старался, много просил, много хотел и стремился, он получил, а те нет. Все, тебе незачем переживать и стыдиться.
И иногда мы стыдимся, что мы хорошо живем, а кому-то есть нечего. Дорогие друзья, а тот, кому есть нечего, что-то сделал, чтобы кушать было чего? Он что-то сделал, я понимаю, если без рук, без ног, но есть без рук, без ног люди, которые с лекциями разъезжают по всему миру, даже это есть. Собака, которая на улице, она бедная, несчастная, она не может, она зависит от нас. Это другой вопрос. Но когда человек целыми сутками лежит на диване, пьет, валяется, радуется жизни и говорит: ничего себе, у тебя там бриллианты, шубы, а мне кушать нечего. Несправедливо, да, как Шариков, взять да поделить, а то, знаешь ли, у кого-то штанов 8 пар, а кто-то там по помойкам шастает. А что ты сделал для того, чтобы у тебя штанов было 8 пар? Отдал всю свою жизнь на учение, работу, старался, хотел? Нет. Так зачем я должна чувствовать себя виноватой, что у меня есть, а у тебя нету? Если я, потеряв себя, чуть ли не часть себя, всю свою жизнь, здоровье, иду к этому, а ты просто лежишь, валяешься на диване и говоришь: помоги мне. У тебя же есть? Как же так? Так нельзя. Видишь, какая ты жадная. Не вините себя в том, что вы хорошо живете. Вы к этому шли. Вы очень много отдали для этого. Вы очень много страдали для этого. А кто-то не хочет покинуть зону комфорта, понимаете? Пока ты не покинешь зону комфорта, у тебя ни хрена не будет. Если ты работаешь до утра, ты не спишь, значит, голова болит, значит, здоровье пошатнулось. Но у тебя за это приходят деньги. Но если ты хочешь хорошо храпеть, спать, 7-й сон видеть, у тебя их не будет. Но ты утром проснешься, скажешь: вот сука, у тебя вот это есть, а у меня ни хрена нету. Ну и где справедливость? Ты взрастишь в себе эту злую силу, пустишь в мою жизнь, в жизнь другого. Она будет со всех собирать эту энергетику. Когда-нибудь собранная этой энергии зла вернется к тебе во 100 крат. Почему так говорят? Пусть во 100 крат вернется или во 100 крат возвращается, да? Ответ. Почему так говорят? Не задумывались? Потому что это сила, которую ты так вот, как бутуз, там скормила вот людьми, их болью и так далее, страданиями. Потом уже со всей силой возвращается к тебе и говорит: хозяин, дай покушать, иначе тебя сожру. Понимаете? Вот что происходит. Это что касаемо зла. Доброта. Так вот, доброта должна быть к тем людям, которые это заслуживают. Надо уметь, знать, понимать. Потому что когда ты делаешь добро тем, которые не заслуживают, обязательно тебе злом вернется. Знайте это. Хочешь зла — делай добра. Вот и все. Делайте добро тем людям, которые душой за вас болеют, которые переживают за вашу работу, за ваше дело, которые не раз уже доказали свое достойное отношение к вам, которые вам тоже делают это добро. Понимаете, когда есть взаимные подарки, когда есть взаимные отношения. Дорогие друзья, когда только вы делаете, оттуда ничего нет, запомните, однажды этот человек вас предаст. Почему? Потому что он не хочет быть вам обязанным. Вы же все время делаете, а он ничего не сделал, чтобы в нужный момент сказать: а я тебе вот это делал. Ему нечего сказать. А значит, он себя чувствует ущербным. Если с этой стороны не идет ничего, прекращайте делать добро. Не потому, что вы жадная и плохая, нет. Потому что знаете, что это предвестник предательства. Скоро вас предадут. Следующий момент. Что мы даем духам взамен на удачу? Я уже говорила об этом, повторяюсь. Боги, силы, духи, дарующие помощь человеку, питается его положительной энергией. Если ты получаешь от них деньги после ритуала или подарки, тебе хорошо, у тебя ощущение счастья. Деньги – это дополнительная энергия, счастье – это энергия, чувство удовлетворения – это энергия. Эта энергия идет к богам. И они снова тебе дают, чтобы ты снова был счастлив, чтобы снова их питал, потому что они питаются этой энергией, потом делятся этой энергией силами, силы делятся духами, духи делятся душами и так далее. Ну, грубо говоря, иерархия сил, и каждому из них нужна зарплата. Наверху стоят боги, потом силы, это энергетические поля, то есть это сгустки, это разумные энергии, силы, которые контролируют вот все это войско богов. Внизу стоят духи, а потом уже души, сущности и так далее. И им всем нужна энергия. Ты даешь эту энергию счастья богам, они отдают силам часть энергии, силы делятся с духами, духи делятся с душами, сущностями, они все тебе помогают. Кто-то тебе служит, а кому-то ты служишь.
Жрецы или люди силы, они служат этим силам всю свою жизнь. Они посвящают тому, чтобы через эти силы узнать что-то, помочь этим людям и так далее. Восстановить справедливость на земле. Вы поклоняетесь, как всегда поклонялись люди, какой-либо силе. Человеку нужна какая-либо сила рядом, чтобы он знал, что он не одинок. Только вопрос в том, какая сила тебя вообще слышит и не безразлична. Та сила, которая выполняет сразу и помогает, та сила тебя слышит и любит. И эта сила берет плату, дорогие друзья, энергии твоего счастья. И чем больше ты счастлива, тем больше оно тебе дается. Почему люди богатые богатеют, бедные беднеют? Помните, в Библии есть такие слова. У кого есть, будет дано, у кого нет, и то отнимется. Несправедливо? Нет. Если вы перевернете и поймете, о чем это же тексты, переписанные из древнеегипетских книг богов. О чем это? У кого есть, тому дастся, у кого нет, и то отнимется. Это значит, что у кого есть ощущение счастья и желание быть счастливым, ему дадут. А у кого его нету и нет желания, стремления к этому, и то, что есть, отнимется. Понимаете, в чем дело? Так вот, понятие добра и зла я примерно вам объяснила. Понятие, что мы отдаем силам, я вам объясняю. Ради всех богов, пожалуйста, прежде чем задавать одни и те же вопросы 500 раз, еще и внизу вопросительные знаки рисовать, которые мне очень хочется рисовать вам на лбу, потому что это просто ощущение неуважения. Через несколько часов вопросительные знаки вот так рисовать. Это как, мол, знаете, как, ты чё, не отвечаешь, ау, где ты? Вот эти вопросительные знаки, вместо того, чтобы ставить, потрудитесь просто просмотреть. Везде все сказано. Все объяснено, дорогие друзья. Все по полкам раскидано. Я не тот человек, который просто где-то что-то в газетах почитает, сядет или чужой возьмет и попробует рассказать. Я тот человек, который все это перенес через себя. И это мои знания. И поэтому, прежде чем кому-то что-то дать, что-то подарить, я очень подробно объясняю, для чего вам это надо, почему именно так надо, откуда это пришло, кому мы обращаемся, какие слова, какие могут быть перемены, что надо делать, чего не надо делать. Разжевываю до такой степени, что уже, мне кажется, больше не бывает. Поэтому будьте так любезны, прежде чем задавать вопрос, просмотрите. Может, уже этот вопрос я открывала, раскрывала, рассказывала сотни раз. Всем удачи!